На что можно наткнуться в обычном лесу? Странные животные, заброшенный дом или алтарь сатанистов? А может быть, на груду костей? Я покажу вам самые жуткие и пугающие находки, которые можно встретить в лесах. И поверьте, тут будет чему ужаснуться. И начну, конечно, с самого страшного леса, который вообще существует в мире. Находки там практически всегда одинаковые – мертвые люди. Местные жители стараются разговаривать с посетителями, которые выглядят как незнакомцы, пытаясь предотвратить трагедии. На входе в лес даже установлена табличка с номером службы доверия, чтобы предложить помощь тем, кто в ней нуждается. А это жуткая история из России. В 2017 году Иван, 30-летний мужчина, внезапно пропал без вести во время одиночного похода в районе Чатура под Москвой. Его поиски не увенчались успехом, и они были в конечном итоге прекращены без каких-либо находок. Спустя 2 года, в 2019 году, другой турист сообщил о находке человеческого скелета, частично погребенного под листвой в том же районе. Этот скелет впоследствии был идентифицирован как останки Ивана. Особенно тревожным оказалось то, что вместе с останками были найдены несколько комплектов наручников, замков и цепей, привязанных к останкам и ближайшим деревьям. Неподалеку от места находки была обнаружена палатка Ивана, что позволило полиции предположить, что он пытался выполнить трюк в стиле Гудини, заковав себя в цепи и пытаясь освободиться без посторонней помощи, что, вероятно, закончилось трагически. Один из друзей Ивана позже заявил, что такой трюк был в духе Ивана, так как он часто практиковал навыки выживания в экстремальных условиях. Однако другие считают, что Иван был убит, а место преступления специально оформлено таким образом, чтобы создать видимость трагического несчастного случая. Официальная причина смерти Ивана так и не была установлена. Джунгли и леса Южной и Центральной Америки скрывают бесчисленное количество исторических артефактов от древних цивилизаций, которые когда-то простирались по этому региону. В 2018 году, например, на границе Гватемалы с Мексикой была обнаружена каменная плита, которая находилась там настолько долго, что корни дерева обвили ее и полностью охватили. Исследователям потребовался почти год, чтобы аккуратно извлечь ее из дерева, и только после этого они поняли, насколько важной была эта находка. На плите были изображения ранее неизвестного короля Чатук-Ичака вместе с двухглавой змеей, что указывало на то, что это был майянский алтарь возрастом около 1500 лет. Однако после очистки стало ясно, что на этом алтаре проводились человеческие жертвоприношения, и вполне возможно, что сотни людей потеряли свои жизни на этом невинном куске камня. Ну а мы идем дальше. Сейчас расскажу про еще одну странную находку. В районе перекрестка Харпера в Биар-Крик, Северная Каролина, есть место для кемпинга в лесу, которое стало легендарным. Известное как площадка для ловли дьявола, оно давно запомнилось местным жителям как странное место, на котором по некоторой причине ничего не растет. Согласно историям, 12-метровое кольцо на Земле остается бесплодным более века, и говорят, что именно здесь дьявол ходит по кругу ночами, планируя способы принести зло в мир. Кроме того, что на этом месте ничего не растет, предметы, оставленные в кругу ночью, часто исчезают к утру, а домашние животные, такие как собаки, часто отказываются подходить к нему. Те немногие, кто осмелился провести ночь в кемпинге там, возвращаются с рассказами о странных звуках и пугающих переживаниях, настолько травматичных, что они отказываются оставаться дольше, делая это одной из самых жутких лесных полян в Соединенных Штатах. Несмотря на это, люди часто едут туда, чтобы проверить истории на себе. Но давайте представим, что хоть какие-то из этих рассказов правдивы. Хватило ли бы у вас смелости остаться там? Я бы вот не осмелился. Ну и куда без этого легендарного места? Хижина бесплатных объятий. Несколько лет назад в сети начали делиться изображениями этого места, и это, возможно, одна из самых жутких вещей, которые вы могли бы найти в лесу. Это небольшое заброшенное сооружение, которое почти полностью поглотила природа, и в какой-то момент кто-то распылил на нем слова «бесплатные объятия» с указанием стрелки к двери.
Говорят, что это место находится в неопределенном лесу в Висконсине, возможно, недалеко от Плам-Сити, и люди, которые заходят внутрь, просто не возвращаются. Шутка это или нет, но я бы не стал проверять. Видимо, как и остальные люди, ведь фотографий внутри этой хижины попросту нет. Лесторс Миллс, рядом с городом Барнсли в Англии, кажется вполне обычным местом. Но если вы обратите внимание на скалы и края утесов вокруг, вы можете почувствовать, что это место смотрит на вас в ответ. Каменные лица Кадворта могут помешать вам спокойно и безмятежно прогуливаться на природе. Если спросить местного жителя об этих лицах, он расскажет вам бесчисленное количество историй о том, как они появились. От инопланетян до людей, обратившихся в камни. Некоторые говорят, что это руины, оставленные друидами тысячи лет назад для защиты духовно значимой области, которую они видели как путь в мир духов. Другие будут описывать монахов из близлежащего аббатства, высекших их, чтобы охранять всех посетителей, или даже то, что они были высечены в честь викингских воинов, когда-то отразивших неизвестных нападающих от соседних деревень. К сожалению, правда не так таинственна, как может показаться, поскольку эта резьба была на самом деле создана недавно двумя местными художниками, Мелвином Диккенсом и Билли Джонсоном, а люди уже сами сочинили пугающие истории. А это самое жуткое место, которое я когда-либо видел. К югу от центра Мехико находится сеть водных путей, пересекаемых маленькими островами, покрытыми деревьями. Один из них, возможно, является самым жутким лесным уголком, который вы когда-либо могли посетить. Известный как остров Кукол, он получил свое название в 1950-х годах, когда различные куклы начали появляться по всему острову, и с тех пор их количество продолжает увеличиваться. Согласно местной легенде, мужчина, который когда-то владел этим местом, начал размещать куклы среди деревьев и зданий после того, как стал свидетелем утопления молодой девочки в одной из рек. Он поверил, что слышал ее крик о том, что она хочет свою куклу. Испуганный, он взял куклу, которая была рядом с ней, и повесил ее на дерево. Так и родилась эта традиция. Теперь на этом острове разбросаны сотни кукол, и поскольку некоторые из них находятся там уже десятилетиями, они теперь покрыты паутиной и насекомыми, и, конечно же, они разваливаются. Это еще больше добавляет жуткости данному месту. В дополнение к этой таинственности, мужчина, первоначально ответственный за них, также умер на острове, предположительно почти в том же самом месте, где он нашел молодую девочку много лет назад. После его смерти остров стал популярным туристическим местом, куда тысячи людей путешествуют на лодке, чтобы увидеть это странное место своими глазами. Но несмотря на то, что они знают, что их ждет, почти каждого посетителя охватывают мурашки от осознания, насколько это место действительно жуткое. Мне для этого и просто кадров достаточно. А вам? Леса являются одними из самых биоразнообразных регионов в мире, где богатая растительность поддерживает бесчисленное количество видов животных. Ведь слышали выражение, что лес живой? Эта идея может показаться не такой уж безумной, поскольку существует явление, которое, если вы когда-либо станете свидетелем, создает впечатление, будто лесной пол дышит под вашими ногами. Это то, что нужно увидеть своими глазами, чтобы поверить. Но существует множество видеозаписей этого явления. Да и я сам бы сразу схватился бы за камеру. Создается впечатление, что под мшистым лесным полом спит огромное чудовище. Земля явно поднимается и опускается способом, который почти непостижим. Конечно, после первоначального недоумения и жуткого ощущения возникает понятное научное любопытство относительно причин этого явления, и все это связано с погодой. Это явление наблюдается только при высоких скоростях ветра и в регионах, где почва достаточно рыхлая. В идеальных условиях ветер раскачивает деревья взад и вперед, и это заставляет их огромную сеть корней под землей двигаться вместе с ними. А что скажете по поводу лестницы посередине леса? Звучит невероятно, но да, несколько таких лестниц были найдены в разных странах. Фотографии этих объектов даже стали вирусными, и вскоре их начали активно обсуждать на Reddit, где некоторые пользователи утверждали, что видели эти лестницы сами.
Загадочность этого явления заключается в том, что лестницы никуда не ведут, что заставляет людей думать, что это может быть порталом в другое измерение, а может быть даже в ад. Изначально лестницы находили только в глубоких лесах Америки, иногда на расстоянии до 37 миль, примерно 60 километров вглубь леса, но вскоре появились сообщения о таинственных лестницах, найденных в Германии, Бразилии и Филиппинах. Согласно тем, кто видел лестницы в реальной жизни, они испытывали некое присутствие и ощущение, что их присутствие здесь нежелательно, поэтому они не осмеливались подниматься по лестницам. Другие верят, что лестницы просто остатки древних человеческих построек, но выглядит довольно жутко. А впервые увидев этот объект, можно было подумать, что в лесу приземлился инопланетный корабль. Круглый объект в окружении деревьев находится в деревне на западе России. Непонятно, кто или что его создало и для чего он использовался, но внутри есть странная скважина, а в некоторых местах отверстия, через которые проникает солнечный свет. На внешней стороне виден знак радиоактивности, однако не ясно, радиоактивен ли объект, так как территория вокруг него не огорожена, и это не мешает людям рассматривать его вблизи. Местные жители говорят, что объект находится здесь с 80-х годов и не охраняется, но никто не знает, что это на самом деле такое. Николс Чейз из Хэнфорда, Англия, наткнулась на мрачное место, где несколько кукол были прибиты к деревьям. Это вызвало у нее ощущение тревоги, особенно когда она узнала, что на этом самом месте раньше находилась операционная старой больницы. Эта больница функционировала во время Второй мировой войны как военный госпиталь и прекратила свое существование в 1924 году. Куклы выглядели потрепанными, как будто они висели здесь годами. Женщина обратилась к медиуму, чтобы тот осмотрел куклы, и медиум сообщил ей, что у кукол не было злых намерений, они просто выглядели жутко от времени. Ненавижу кукол. Леса Шотландии всегда были популярным местом отдыха как для местных жителей, так и для туристов. Особенно это касается лесной чащи возле озера у шотландского городка Алла. Но неподготовленный посетитель может сильно испугаться, ведь здесь, возле лесной тропы, можно увидеть призрачные фигуры людей, которые едва заметны сквозь листву и ветки. На первый взгляд может показаться, что это привидение, но на самом деле это работы шотландского скульптора Роба Малланда. Он создает свои творения из полупрозрачного акрилового стекла, которое обладает удивительным свойством искажать отражение света, создавая эффект частичной невидимости. Представьте себе, как вдруг, гуляя по лесу, вы видите фигуру, а в следующее мгновение она исчезает, и только ветви и листья колышутся на месте, где только что был этот странный призрачный силуэт. Это похоже на сцену из фильмов ужасов. Да уж, так вот посмотришь на все эти находки и из дома выходить точно не захочешь. Кстати, если вам нужна удаленная работа, вы умеете писать сценарии, монтировать видео или работать с озвучкой, то пишите в нашего телеграм-бота, чтобы стать частью нашей команды. Ссылочка будет в описании. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видеороликах. Пока!